Приветствую вас на канале History Study Вязал Гуналский. Сегодняшняя наша беседа приурочена к 90-летию начала гражданской войны в Испании и, естественно, личности Франциско Франко. Для массового пользователя сетей сейчас главным и почти непререкаемым авторитетом является искусственный интеллект, его величество. Поэтому элементарный запрос КИ о гражданской войне и о Франко выносят на поверхность все укоренившиеся за эти 90 лет стереотипы и откровенную предвзятость леволибералов в отношении гражданской войны 36-39 годов в Испании. И, конечно, личности Франко, а также его деятельность. Предлагаю отбросить клише и посмотреть на историю непредвзято. Для начала изучим ситуацию в Испании накануне июля 1936 года. Итак, после эмиграции короля Альфонса в 1931 году новопровозглашенную Испанскую республику лихорадило. Раскрытые архивы подтверждают сегодня, что Коминтерн уже с 1932 года проявлял самый живой интерес к событиям в Испании, увеличивал финансирование испанской компартии и активно инструктировал ее руководителей. Несмотря на отсутствие в Мадриде советского посольства, страна была буквально наводнена пропагандистскими брошюрами о процветании социализма в СССР и счастливой жизни советских трудящихся. Работу Коминтерна в Испании весной 1936 года возглавляли сразу три законспирированных международных революционера, существовавших на деньги СССР. Это аргентинец Виктор Кодовилья, итальянец Пальмиро Тольятти и венгр Дьордь Герре. 1 мая 1936 года по всей Испании прошли грандиозные рабочие демонстрации. Именно на этих маршах толпы истово скандировали «Патрия но», «Руссия си», что в переводе означало «Родине нет, России да». Таким образом, они заменяли традиционные национальные лозунги, прославляя Советский Союз как родину мирового пролетариата. В лучших традициях коммунистов, под влиянием левых экстремистов, рабочие повсеместно начали выходить на улицы. Республиканцы громили и поджигали храмы и монастыри, уничтожали иконы, оскорбляли верующих и избивали клириков. С особым рвением революционные толпы насиловали монахи, цинично говоря, что превращают христовых невест в невест революции. Помимо духовенства преследованиям подвергались также аристократы, офицеры, адвокаты, врачи. В ответ на красный террор монархисты начали убивать политических лидеров республиканцев. Гражданская война стала неминуемым финалом. 6 июля был схвачен и заключен в тюрьму депутат и лидер фалангистов, сын премьер-министра в правительстве Альфонса XIII, молодой аристократ Хосе Антонио Примо де Ривера. Когда монархист Кальво Сотелло в испанском парламенте бросил обвинение правительству в неспособности защитить население от произвола, депутат от фракции коммунистов Долорес Барури, да, та самая знаменитая пассионария, заявила, что тот не доживет до завтрашнего дня. В ту же ночь Кальво Сотелло был застрелен в своей собственной квартире. Это случилось 12 июля 1936 года. Через 4 дня, 16 июля, в Барселоне левые начали настоящую резню. Было убито по меньшей мере 700 священников, захвачен и разгромлен дворец юстиции, расстреляны все судьи и адвокаты. В городе шла настоящая охота на офицеров и предпринимателей. Горели церкви, магазины, частные дома. На следующий день, 17 июля, коммунисты объявили о формировании собственных вооруженных сил. И только после всего этого, 19 июля, армейские гарнизоны восстали против левого правительства, которое, собственно, потакало красному террору. Восстание военных было не самоцелью, а вынужденной защитой от хаоса, насилия и беззакония. Все приведенные факты разрушают одну из самых устойчивых легенд о той гражданской войне. Мол, монархисты-фалангисты вероломно и безосновательно устроили свой путч. Миф второй. Военная хунта планировала мятеж и собирала все силы в кулак для нападения. Факты разбивают и это заблуждение. Дело в том, что к началу выступления военных их основные силы находились в Африке,
и для успеха восстания требовалась срочная переброска сил на материк. Этот факт может говорить лишь о двух вещах. Либо путч готовили идиоты, либо он был спонтанным. Так как в африканской армии командовал Франциско Франко, самый молодой генерал в Европе после Наполеона, 19-летний лейтенант Франко уже через 3 года стал капитаном, в 23 майором, а к 33 годам получил чин бригадного генерала. Что примечательно, Франко делал эту головокружительную карьеру в сражениях, а не в штабах. То есть идиотом он не был. А значит, путч спонтанный. Британский историк Джордж Хиллс писал, что Франциско Франко был в Марокко почти легендой среди своих людей, как командир, который не губит напрасно жизнь, а среди туземных частей регулярной армии, как любимец Аллаха, которого облетают даже пули, когда он, сидя на коне, представляет собой великолепную мишень. Но вернемся к проблемам восставших военных. В поисках выхода из сложившейся ситуации Франциско Франко решил обратиться к Германии и Италии с просьбой о предоставлении самолетов для переброски африканской армии в Испанию. Следующий миф. Третий. Нацистская Германия и фашистская Италия стояли за подготовкой и началом бунта. Но давайте обратимся к факту. Отчаянные просьбы испанцев помочь с переброской войск на материк или хотя бы с просьбой подбросить боеприпасов даже не были переданы из МИДа Гитлеру. Благо Франко догадался обратиться за помощью к своему старому и хорошему знакомому адмиралу Канарису. Глава Абвера тут же связался с эмиссарами восставших и посоветовал им действовать не по дипломатическим, а по партийным каналам. Лишь после этого письма, посланные 26 июля, быстро попали к фюреру и немедленно получили отклик. В последних числах июля, то есть спустя почти 2 недели после начала мятежа, в Марокко приземлилась первая двадцатка многоцелевых немецких самолетов Ю-52, которые можно было использовать как транзитные для переброски войск. Почти одновременно Муссолини согласился предоставить Франко бомбардировщики. Миф четвертый. Франко был союзником Гитлера и Муссолини. Но я должен уточнить, что лозунг испанских мятежников звучал своеобразно: народ, монархия, вера. То есть он имел мало общего с лозунгами итальянских фаши и германских наций. Муссолини был идеологом корпоративного государства. Он был равнодушен к церкви и презирал монархию. Гитлер был одержим во всем: в языческом антихристианстве, антимонархизме и антисемитизме. Национализм Франко был интернационален, потому что испанцами он считал всех граждан страны без расовых и религиозных различий. А идеологической основой режима Франко был католицизм. Политически изначально он собирался восстановить монархию в стране. Странный, нетипичный фашист, не правда? Франко и Гитлер встречались лишь один раз. 23 октября 1940 года во французском городишке Индай на испанской границе. Дон Франциско намеренно довел Гитлера до исступления. Стараниями Франко переговоры союзников в итоге провалились. Характерно, что через несколько дней после встречи, которая, к слову, продолжалась 10 часов подряд, в беседе с Муссолини фюрер патетически заметил: «Я предпочел бы, чтобы мне вырвали 3 или даже 4 зуба, нежели снова пройти через все это. Не хочу больше видеть и даже слышать этого мерзкого еврейского торгаша. У Франко явно семитская рожа с характерным для всех евреев носом». Следующий миф. Франко был карьеристом и стремился во власть любой ценой. Поэтому и устроил путч против законных властей Испании. Но так ли это? Факты упрямы и говорят нам о другом. До начала мятежа Франциско Франко не был во главе заговора. Более того, он был из тех военных, которые не любят лезть в политику. В созданном 23 июля 1936 года первом правительстве Союзе национальной обороны для Франко не предусматривалось никакого руководящего поста. По отношению к генералу Франко хунта подтвердила его назначение на пост командующего африканской армией. Небольшая лингвистическая справка. Слово «хунта» имеет испанские корни.
Оно переводится как собрание, совет, комитет или союз. Образовано оно от латинского глагола «соединять», «связывать». В Испании так назывались и называются обычные органы управления, комиссии или правительственные советы. Ну, например, «Хунта де Андалусия», то есть правительство автономного сообщества Андалусии. Мне, например, нравится словосочетание «Хунта Супрема дель Совет», то есть Президиум Верховного Совета СССР. Так вот, в обязанности Франко входило командование марокканским корпусом, основной и главной ударной силой движения. До своей гибели в авиакатастрофе 20 июля главой заговора был Хосе Санхурхо, а затем на авансцену вышел Эмилио Мон. Франко не стремился к руководящим постам, стараясь держаться подальше от политических игр и интриг. А на вершину власти он попал лишь благодаря стечению обстоятельств. Следующий миф. По приказу Франко был убит великий поэт Лорка. Давайте посмотрим на дату. Лорку убили 19 августа 1936 года, то есть ровно через месяц после начала мятежа. Согласитесь, Франко даже официально на этот момент не был верховным правителем страны. Дело в том, что лишь 1 октября 1936 года Франко, как старший по званию среди мятежных генералов, получил в Бургасе звание Эль Каудильо, ну, то есть лидер с испанского, и стал главой национального правительства. Думаю, что с Лоркой у него вообще не было времени разбираться, потому что генерал в первые недели восстания занимался срочными вопросами переброски войск на континент. Еще момент. На 18 августа 1936 года франкистов как таковых еще не было, а была фаланга, правая политическая партия. Фалангисты были национал-популистами, абсолютно дикой и пестрой смесью правоконсерваторов, фашистов, христиан и антиклерикалов. Любопытно, что Франциско Франко не имел никакого отношения к фаланге, в то время как сам Лорка был в достаточно хороших отношениях с лидерами фаланги Хосе Антонио Прима де Ривера и Онесимо Редондо Ортега. Существует множество материалов, утверждающих, что истинной причиной расправы над поэтом была не его политическая позиция, а сексуальная ориентация. Лорка был гомосексуалом, что в католической Испании подвергало поэта дополнительному риску. Лорка надеялся бежать в Мексику с 19-летним аристократом Хуаном Рамиресом де Лукасом, но родня этого юноши была категорически против. Родственники воспользовались положением для расправы над поэтом. Недавно появилась новая теория о том, что убийство поэта не происки Франко и даже не сексуальная ориентация поэта, а следствие клановой вражды и мести семьи Лорки. Любопытный факт. В Испании действительно существовал полный запрет на публикацию произведений Лорки, однако действовал он лишь в течение 14 лет после окончания гражданской войны. Уже в 1953 году, то есть за 22 года до смерти Франко, был опубликован первый том собрания сочинений Лорки. Миф 7. Республиканцы обратились за международной помощью лишь после того, как мятежников поддержали Гитлер и Муссолини. Однако факты таковы, что еще до обращения националистов-традиционалистов в Германии и Италии республиканское правительство уже направило телеграмму с призывом о помощи премьер-министру Франции социалисту Леону Блюму. Важно заметить, что в отличие от республиканцев, контролировавших золотой запас, у мятежных генералов средств не было. Поэтому немцы и итальянцы после препирательств Франко по дипломатическим каналам согласились пока помогать ему в основном в кредит, планируя рассчитаться после войны. Меньшую часть вооружения они поставляли на коммерческих началах. Но в обмен на вооружение Гитлер настоял на допуске германских военных специалистов, саперов и артиллеристов на стратегически важные территории Испании, Канарские острова и Марокко. Франко был вынужден согласиться. А затем Берлин стал добиваться вообще принятия испанскими традиционалистами плана Монтана, ну, то есть установления прямого контроля Третьего рейха над испанской добывающей промышленностью. Нацисты угрожали, что в ответ на отклонение плана Германия перестанет помогать традиционалистам-националистам. Фактически они готовили Испании статус германской полуколонии.
В итоге, после всевозможных отсрочек, переносов и отговорок, ну, вроде пропажи документации и тому подобного, последовал решительный отказ. Франко заявил германскому послу: «Ни за что. Лучше потерять все, чем отдать или заложить частицу национального богатства». А когда германский посол намекнул, что без немецкого оружия испанцы проиграют, Франко ответил: «Уж лучше мы уйдем в горы и станем там партизанами». В отместку Гитлер и Геринг прервали военные поставки из Рейха. А что же республиканцы, спросите вы? Ну, левые всегда сторонники экспроприации. Они пустили в ход золотой запас Испании. Миф 8. Республиканцы оказались в международной изоляции. Им помогали лишь частные меценаты, вроде Эрнста Хемингуэя, и добровольцы, а также СССР. Причем Советский Союз делал это абсолютно безвозмездно, за свой счет и в ущерб себе. Хорошо, а что же было на самом деле? СССР поставлял республиканцам оружие и продовольствие и безвозмездно взял на хранение, ну все это в кавычках, конечно, около 73%, то есть 510 тонн стратегического золотого запаса Испании. Отмечу, что на тот момент это был четвертый по размеру в мире золотой запас. Остальные 193 тонны республиканцы, внимание, отправили в Париж для оплаты поставок оружия и продовольствия, сделанные Французской республикой. То есть никакой международной изоляции не было и в помине. И таким образом из 700 тонн золотого запаса Испании республиканцы пустили на ветер более 94%. В ответ на требование вернуть взятое золото на это псевдохранение, СССР гордо заявил, что оно якобы ушло на оплату поставок оружия. В истории с этой псевдо-безвозмездной помощи СССР для республиканской Испании, помимо украденного золота, есть еще один момент, который, к сожалению, остается вне поля зрения подавляющего большинства исследователей. Я имею в виду широчайшие внутрисоветские кампании по сбору помощи голодающим республиканцам. Давайте обратимся к языку цифр. С августа 1936 до весны 1939 года советских людей было собрано 274 миллиона рублей для Испании. По разным курсам это составляло от 52 до 137 миллионов долларов. Так как СССР оценил все прямые поставки Испании в 202,5 миллионов долларов, то получается, что только пожертвования советского населения покрыли от 26 до 68% этих расходов. Продолжим расчет. В СССР перевезено на хранение 510 тонн испанского золота. По ценам на золото в те года это 570,5 миллионов долларов. Вместе с внутрисоветскими поборами вся сумма составляет от 622,5 до 707,5 миллионов полновесных долларов. Если вычесть из этого стоимость всех поставок в Испанию, то в сухом остатке, ну а вернее в чистом доходе СССР, оказывается астрономическая сумма от 420 до 505 миллионов долларов. В переводе, скажем, на грузовые машины Студебекеры получается колоссальнейший парк от 60-30 до 760 тысяч таких автомобилей. Напомню, что за годы Второй мировой войны США поставили Советскому Союзу всего лишь, в кавычках, 200 тысяч таких грузовиков. Помимо этого заработка, целый ряд испанских судов, которые вывозили в Советский Союз людей, а также золото, были Советским Союзом аннексированы. Ну, к примеру, новые, высококлассные, большие и, главное, очень быстроходные. Днепр, бывший Кабо Сан-Агустин 1931 года постройки, Дедвейт 9900, скорость 16 узлов, и Волга, бывший Хуан Себастьян Элькана 28 года выпуска, Дедвейт 6200, скорость 16 узлов. Очень важный момент. Помимо СССР, на официальном уровне из
республиканской Испании помогала Мексика под руководством социалиста Ласаро Карденаса дель Рио, а также, как ни странно и парадоксально, Польша под руководством якобы антикоммуниста Фелициана Сладковского. Франция под руководством социалиста Леона Блюма официально снабжала республиканцам лишь продуктами питания, но негласно отправляла им как свое оружие, так и служила перевалочным пунктом для поставок польского и мексиканского вооружения. Что любопытно, по объему поставок вооружения республиканцам, официально антикоммунистическая Польша, якобы, была на втором месте после СССР, опередив при этом социалистические Мексику и Францию. Следующий миф, девятый. Да, СССР поставлял вооружение республиканской Испании, но они сильно отставали по мощи и качеству от германских и итальянских аналогов. Но это утверждение напоминает мне мантру советской историографии о начале германо-советской войны 1941 года. Мол, у немцев 3000 танков, а у нас легкие и устаревшие. Давайте без манипуляций рассмотрим факт. В качественном отношении вооружение республиканцев и традиционалистов было вполне сопоставимо. Но вот по качеству. По тактико-техническим данным, вооружение республики намного превосходило франкистское. К примеру, основу истребительного парка националистов составляли Fiat CR-32 со скоростью 360 км в час и Хенкель 51 330 км в час. Оба типа истребителей не были в состоянии догнать в небе советские бомбардировщики СБ скоростью 450 и истребители И-16, знаменитые Ишачки, со скоростью 525 км в час. В бронетехнике преимущество республиканцев было вообще подавляющим. Лишь менее сотни германских танков Панцер-2 имели пушки 20-мм калибра, а абсолютно все 362 советских танка были вооружены 45-мм или по крайней мере 37-мм пушкой. Более того, 70 бронемашин БА-3 и БА-6 тоже несли 45-мм пушку. И еще один интересный факт. 150 итальянских танков таковыми по сути не являлись, потому что их броня была тоньше, чем на советских бронемашинах, а вес, соответственно, почти в 2 раза меньше. Миф 10. СССР присылал в Испанию лишь инструкторов, которые помогали испанским товарищам в освоении советских вооружений. Естественно, для освоения военной техники СССР присылал военных инструкторов. Но не только их. Показательный эпизод. В ноябре 1936 года, накануне осады Мадрида, произошла расправа республиканцев с несколькими тысячами политзаключенных из столичных тюрем. 7 ноября, дата красноречивая, их вывезли из Мадрида и без суда тайно расстреляли в уединенной местности, юго-восточнее города. Это событие вошло в историю как Парагвайская резня. Левое правительство опасалось, что заключенные поднимут восстание и захватят город. Очень немногим из них удалось бежать. А руководили операцией 20-летние лидеры социалистической молодежи Сантьяго Карильо и Хосе Касорло. Но вдохновители были советскими гражданами, спецпосланниками Сталина. Михаил Кольцов, Ян Берзин и Александр Орлов. Расправу над заключенными затем списали на неких бесконтрольных анархистов. Я рассмотрю кратко персону каждого из упомянутых агентов Сталина. Михаил Кольцов, известный советский писатель и публицист, был направлен в Испанию как корреспондент газеты «Правда» и одновременно как негласный политический представитель властей СССР при республиканском правительстве. Проводя линию Сталина в международном рабочем движении, в своих публикациях он дискредитировал троцкистов, распространяя лживые обвинения, что они якобы находятся на службе у фаланги и фашизма. Следующий – Ян Берзин. Он был руководителем разведупра РККА. В дальнейшем это стало ГРУ Советского Союза. В Испании он занимал пост главного военного советника в армии республиканцев. Но вот особого упоминания заслуживает, конечно, суперагент НКВД Александр Орлов.
заместитель генпрокурора СССР, заместитель начальника, а затем начальник экономического отдела ОГПУ, командующий приграничными войсками на Кавказе, на персидской и турецкой границе, сотрудник иностранного дела НКВД. В 26-27 годах прошлого века он был резидентом в Париже. В 1928 направлен в берлинскую резидентуру. Выезжал в краткосрочную командировку в США. Весной 1933 года был опять направлен в Париж во главе нелегальной оперативной группы. С 15 июля 1934 года нелегальный резидент в Англии. Там ему удалось закрепить связи с известной теперь всему миру кембриджской пятеркой: Филби, Маклин, Бёрджесс, Кернкросс и Бланк. В декабре 1935 года по американским документам для выполнения вербовочного задания он выезжал в Рим, а в 1936 году в Эстонию и Швецию, где успешно провел операцию по вербовке посла одной из западных стран. В сентябре 1936 года Орлов был направлен в Мадрид в качестве резидента НКВД и главного советника по внутренней безопасности и контрразведке при республиканском правительстве. Тогда же лично Сталина на него была возложена задача по организации вывоза на хранение в СССР испанского золота. Вывоз золота был успешно осуществлен Орловым уже в октябре 1936 года. А с декабря 1936 года он принимал непосредственное участие в организации контрразведывательной службы республиканцев. В 6 созданных при его участии диверсионных школах прошли обучение не менее 1000 человек. В Испании Орлову вновь пришлось руководить работой Кима Филби, находившегося со спецзаданием как раз при франкистском правительстве. В апреле 1938 года Орлов завербовал бойца интербригад из США Мориса Коэна, будущего атомного разведчика, ставшего связным резидента советской разведки в США Рудольфа Абеля, а также резидента советской разведки Великобритании Конана Молодого. Орлов вполне претендует на звание гения на службе силам зла. Помимо вербовок, сотрудники НКВД физически уничтожали всех сторонников и союзников Троцкого, что не только внесло раскол в ряды защитников республики, но и заставило задуматься многих сочувствующих левым силам. В частности, Джорджа Оруэлла, который воевал против националистов-традиционалистов в подразделениях как раз троцкистов. В итоге по троцкизму был нанесен сильнейший удар, а по испанскому троцкизму вообще смертельный. К тому же НКВД стал счастливым обладателем очень солидного количества загранпаспортов из десятков иностранных государств. Дело в том, что архивы с паспортами добровольцев-интербригадовцев слишком часто горели, тонули или взрывались. Почему-то. Миф 11. Франко приказал уничтожить городок Герника. А каковы факты? Бомбардировка Герники не была санкционирована Франко. Более того, по свидетельствам очевидцев, Каудильо буквально кипел от ярости, когда узнал об этой жуткой и совершенно бессмысленной с военной точки зрения акции. Дело в том, что военные объекты практически не пострадали, в отличие от гражданских. Вспомним знаменитую картину Пикассо «Герника», с помощью которой воспитывали ненависть к псевдофашисту Франко. В то время как полную ответственность за налет на город несло командование немецкого легиона Кондор, конкретно Вольфрам фон Рихткофен и его начальство, штаб рейхсмаршала Геринга Германии. Сам Франко неоднократно подчеркивал: тактика в испанской войне является функцией политики. Я не имею права уничтожить противника, разрушить города и деревни, промышленность и производство. И именно поэтому не слишком спешу. Если бы я поступал иначе, я не был бы патриотом. Кстати, очень интересный штрих к портрету Франциско Франко. В сентябре 1936 года Франко приказал помочь осажденной крепости Алькасар де Толедо, вызволив ее истощенных защитников, вместо того, чтобы взять наскоком республиканский Мадрид. Эта операция оказала огромное моральное воздействие на националистов-традиционалистов. Франко вселил в своих сторонников уверенность, что в случае окружения будет сделано абсолютно все для их спасения, включая потерю инициативы на фронте. Кто-то, возможно, это назовет слабостью Каудильо, но иногда наши слабости являются и нашей силой.
Да, Франко не был пацифистом, как и любой профессиональный военный. Однако кровавым и беспринципным тираном, каким его любила изображать советская пропаганда, а вслед за ней и значительная часть леволиберального лагеря, он никогда не был. Миф 12. Франко уничтожал левых и заставил политзаключенных строить монумент павшим франкистам Вале де лос Каидос. Да, с левыми Франциско Франко боролся, потому что понимал, какую опасность левая идея представляет не только для католической Испании, но и для всего мира. Хоть противники Каудиля всячески пытаются убедить социум, но франкистского террора наподобие ленинского или сталинского в Испании не было. Цифра количества жертв во время диктатуры Франко — это от 30 до 200 тысяч. Вполне сопоставимо с числом жертв красного террора в Испании — от 40 до 110 тысяч человек. Из этого числа только священнослужители составили от 15 до 30 тысяч. Но с одним уточнением. Социалисты-интернационалисты достигли таких показателей за 3 года. Я скажу так, даже одна человеческая жизнь — это ценность. И лишение ее — преступление. Тяжкое преступление. Важно, что Франко не старался удержаться у власти любой ценой, в том числе морями и океанами крови. Любопытно, что при Франко в Испании во время постройки этого самого монумента существовал и соблюдался закон о запрещении использовать принудительный труд заключенных. Таким образом, даже те 10% от всей рабочей силы, занятой на постройке, которые составляли заключенных, состояли исключительно из добровольцев. Дело в том, что на строительство де лос Каидос попасть было выгодно самим заключенным. Сроки заключения там сокращались, платили по 7 песет в день, а это была обычная зарплата рабочего в то время. Кормили, естественно, лучше. Кроме того, семьи тоже получали от этого свои бенефиты. Еще один момент. Только заключенные с хорошим поведением имели шанс попасть в эти условия, так как на объекте охрана была минимальной. Но самое примечательное, монумент предназначался всем погибшим испанцам, независимо от политической принадлежности, в качестве жеста примирения. Крест как бы символизировал покаяние левых за разрушенные церкви, убитых священников и изнасилованных монахов. Миф 13. Франко стал пожизненным диктатором Испании, запретил все партии, кроме националистов, традиционалистов, монархистов, фалангистов. Но факты таковы. Пожизненным главой Испании Франциско Франко был. Но вот Испания-то с 1947 года стала монархией с вакантным местом короля. А уже в следующем году десятилетний Хуан Карлос, будущий король Испании, приехал в страну из Италии, где испанская королевская семья пребывала после отречения в 1931 году от престола короля Альфонса XIII, деда Хуана Карлоса. Юный принц стал воспитанником семьи Франко. Да, да, диктатор готовил для страны короля. Хуан Карлос стал королем именно с благословения тирана Франко. Это несмотря на то, что внучка самого Франко была замужем за двоюродным братом Хуана Карлоса и по сути тоже могла претендовать на трон. В 1956 году, по случаю 20-летия гражданской войны, Франко объявил всеобщую амнистию и пригласил своих бывших политических противников вернуться в страну. А по странному стечению обстоятельств, в кавычках, конечно, именно в том же году так называемый реформатор Хрущев топил в крови Венгрию, стремившуюся к свободе. В знак протеста именно Испания вместе с Голландией и Швейцарией бойкотировали Олимпийские игры в Мельбурне 1956 года. Подведу итог. Оглядываясь в прошлое, с позиции знания правды о ГУЛАГе и реалиях жизни в Советском Союзе, можно заключить, что благодаря восстанию военных и личным качествам Франциско Франко Испания смогла избежать тяжелой участи осовеченных стран. Естественно, жаль всех погибших в испанской гражданской войне, но жертв было бы неизмеримо больше, победи тогда левый. Подтверждением этому могут служить также слова, подводящие итог жизни самого рьяного противника Каудиля, Валентина Гонзалеса, известного революционной Испании как Кампесино, бригадного генерала в республиканской армии.
Я процитирую его слова. «Меня называли самым фанатичным генералом в Испанской войне. Я не жалею крови, которую пролил в борьбе с фашизмом. Но я жалею и раскаиваюсь в том, что хотел навязать испанскому народу режим, похожий на тот, который существует в России. В Советском Союзе я пережил самую большую катастрофу моей жизни». Кампесино после поражения республиканцев эмигрировал в Советский Союз, где вполне смог насладиться коммунистическим раем, который впоследствии пишет в книге «Я выбрал рабство». За попытку перейти иранскую границу в 1944 году он был посажен в воркутинские лагеря, а после освобождения сослан в Туркмению, где его опять посадили, и где в 1948 году во время знаменитого Ашхабадского землетрясения он, воспользовавшись неразберихой, бежал. И на этот раз удачно. Добравшись до Франции, он принял участие в процессе Давида Руссе, который опубликовал разоблачающие очерки о советской лагерной системе. За свои действия Руссе подвергся тогда нападкам французской коммунистической печати. Газета «Le Lettre Française» обвинила его в клевете на СССР, и Руссе подал на газету в суд. И что вы думаете? В 1951 году он выиграл дело. И вот на суде впервые была озвучена правда о советских концлагерях. Я не могу удержаться от сравнения СССР с путинской Москвой. Помимо украденных СССР у Испании кораблей и золота, советские ловцы душ вывезли из Испании ее детей, многие из которых прошли ад ГУЛАГа. Сегодня вторая версия Советского Союза, я имею в виду Россию, также ворует у Украины зерно, предприятие, генофонд украинских детей. Преступления без наказания имеют привычку повторяться. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.